Супер, я вижу то, что меня слышно, и я могу начинать. Сегодня я вам скажу, как экономить время и деньги с помощью OneSoil. В ходе своего доклада я расскажу вам о том, какие инструменты есть в нашей платформе. Также я вам расскажу о том, как ней пользоваться. Ну, начну я с того, что расскажу вам пару слов о нашей компании и чем мы занимаемся. Компания OneSoil обрабатывает данные, и наш девиз «Данные – наше все». Мы обрабатываем данные со спутниковой съемки, данные с дронов, данные с техники, данные с агрохимических лабораторий, данные с датчиков влажности почв и данные о погоде. Мы поставляем наши данные, наши решения двум большим категориям людей. Первая из которых – это фермеры, а вторая категория – это большой бизнес. Что мы сделали на основании этих данных? Первое, что мы сделали, мы выделили границы полей. Сейчас мы нашли более 60 миллионов границ полей в Европе и США и в некоторых других странах. К концу 2019 года мы хотим стать глобальной платформой и распознать сельскохозяйственные земли во всем мире. После того, как мы нашли границы полей в этих странах, мы решили распознать культуры, которые растут на этих полях. Сейчас мы определяем в районе 30 культур на ранних стадиях роста. Именно эта информация представляет собой коммерческую ценность, которую мы поставляем большому бизнесу. Здесь я хочу отметить, что мы ни в коем случае не продаем данные фермеров, мы используем эти данные для обучения наших моделей, для построения прогностических моделей. Что еще мы сделали и чем мы гордимся? Мы создали бесплатную платформу для фермеров. С помощью нее вы можете реализовывать основные задачи точного земледелия. Для того, чтобы начать работать с нашей платформой, вам нужно добавить свои поля. Вы можете это сделать несколькими способами. Первый из которых – это загрузить shape-файл, выбрать свои поля из тех полей, которые мы предсказали, которые есть уже на карте, либо нарисовать поля с использованием инструментов, которые есть у нас. После того, как вы добавите свои поля, первое, что вы можете сделать, это посмотреть вегетацию, о том, как развивается вегетационный индекс на вашем поле. Мы используем вегетационный индекс со спутника Sentinel-2. Данные обновляются каждые 2-5 дней в зависимости от региона, того, где вы находитесь. Здесь важно отметить, и очень часто поступают вопросы, что иногда поле закрыто облаками. Это спутники оптические, они не видят сквозь облачность, и если ваше поле находится под облаками, к сожалению, мы сквозь них не видим и не можем вам показать, как развивается вегетация на ваших полях. Сейчас я хотел бы уделить несколько слов, что такое вегетационный индекс. Вегетационный индекс, если по-простому, это показатель здоровья растений. Чем вегетационный индекс выше, тем растения более здоровые по сравнению с тем, где вегетационный индекс низкий. На вегетационный индекс влияет два показателя. Первый из которых – это содержание хлорофилла в клетках растений и содержание влаги. Чем хлорофилла и влаги больше в растениях, тем вегетационный индекс больше, и тем растения лучше себя чувствуют. У нас также есть приложение для скаутинга полей. У нас есть веб-версия, в которых вы можете смотреть, оставлять заметки и смотреть вегетационный индекс. Также у нас доступна мобильная версия нашего приложения, которую каждый из вас сейчас может скачать в Google Store. Сейчас оно доступно только под Android. В ближайшее время появится мобильное приложение под iOS. Вы можете прямо сейчас абсолютно бесплатно его скачать и начать пользоваться. Как я уже сказал, с помощью него вы можете смотреть вегетацию непосредственно в поле, оставлять заметки. Два приложения, мобильное и веб, полностью синхронизируются друг с другом. И придя в офис, вы можете еще раз посмотреть на те фотографии, на те заметки, которые вы оставили в поле. У нас в нашей системе, в нашей платформе есть прогноз погоды. Мы сами не предсказываем погоду, мы берем погоду из провайдеров метеоинформации. Мы показываем фермерам погоду на 5 дней, но в погодном приложении у нас есть также дополнительные инструменты, которые позволяют вам строить графики суммы эффективных температур и накопленных осадков. На этих графиках вы также можете оставлять заметки,
о технологических операциях на ваших полях, либо фенофазы, в тот момент, когда они наступили. Также у нас есть модуль визуализации файлов с техники. Если ваша техника обработана, если на вашей технике установлены бортовые компьютеры, вы можете загрузить эту информацию к нам в систему. Мы же, в свою очередь, проанализируем эту информацию, посчитаем вам перекрытие, недокрытие. Также вы можете смотреть ту атрибутивную информацию, которую записала техника при работе в поле. Например, скорость, либо норма внесения. Также в нашей системе вы можете рассчитывать удобрения. Вы можете создавать карты для дифференцированного внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений. Сначала я бы хотел вам рассказать о том, как работает инструмент по дифференцированному внесению азота. Перед этим я хотел бы отметить то, что в ходе этого вебинара мы не планировали подробно останавливаться о том, как работают эти инструменты, просто вкратце рассказать о их сути. Если вам интересно услышать более подробно, как мы создаем карты для дифференцированного внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений, напишите, пожалуйста, плюс в комментариях, и думаю, мы в скором будущем проведем следующий вебинар на эту тему. И сейчас я вернусь к азоту. Для дифференцированного внесения азотных удобрений мы используем также вегетационный индекс. Причем мы используем мы считаем то, что рационально использовать последний вегетационный индекс на поле. Но если у вас последний вегетационный индекс, последний снимок поля чем-то не устраивает, вы можете выбрать любой другой. Также для работы инструмента вам надо внести те нормы удобрений, которые вы хотите вносить в каждую из зон. То есть в зону высокой вегетации, в зону средней вегетации, в зону низкой вегетации. После того, как вы внесете всю эту информацию, вам необходимо выбрать тип бортового компьютера, который у вас установлен на технике, и скачать файл. После загрузки файла вы можете его распаковать и непосредственно работать с ним в поле. Следующее, что я хотел вам рассказать, это инструмент для расчета фосфорных и калийных удобрений. Он работает несколько иначе. Для того, чтобы построить зоны для дифференцированного внесения фосфорных и калийных удобрений, мы используем данные вегетации за несколько лет. На основании них мы моделируем урожайность и строим интегральное изображение, где оцениваем продуктивность каждой точки поля. На основании этих данных мы рассчитываем вынос фосфора и калия, опять же, в каждой точке поля, после чего вы можете также использовать этот файл для дифференцированного внесения фосфорных и калийных удобрений. Еще раз повторюсь, у нас есть бесплатное приложение для скаутинга. Прямо сейчас, если у вас еще оно не установлено, вы можете зайти в Google Store, скачать его и начать пользоваться. А на этом теоретическая часть нашего вебинара закончена. Сейчас я вам расскажу на практике, как можно использовать продукты и инструменты OneSoil для того, чтобы экономить время и деньги. После того, как вы зарегистрировались в нашей платформе, вам нужно добавить свои поля. Сейчас я загружу векторные файлы. Векторный файл загружается на сервер. После того, как он загрузился, мы его обработали и отобразили на карте. Допустим, в этом гипотетическом хозяйстве несколько полей было добавлено уже после. Для того, чтобы добавить недостающие поля, я выбрать на карте, то есть выбрать поля из наших предсказаний. И выберу те поля, которые были добавлены и которых нету в том шейп-файле, который я загрузил.
Супер. Теперь все поля, которые обрабатываются в гипотетическом хозяйстве, добавлены, и можно продолжать работать. Первое, что хочу сделать, это изменить даты начала и конца сезона. Мы понимаем то, что в разных регионах это свои даты. Я же изменю их в соответствии с моим регионом. Начало сезона я поставлю 12 августа, конец сезона 17 сентября. Все, один сезон создан. Вы, как пользователи, можете добавлять неограниченное число сезонов для ваших полей и вести по ним свой севооборот. После того, как сезон создан, следующим шагом это является добавление культуры. Для этого необходимо выбрать поле и перейти в вкладку «Редактирование информации о нем». На этом поле произрастал озимый рапс. Дата сева была 20 августа 2018 года. Так как это текущий сезон, дату уборки средней урожайности я не знаю. Я планирую занести эти данные уже по факту уборки урожая на этом поле. Теперь вы можете смотреть вегетацию на своих полях и смотреть о том, как эта вегетация развивается. Вы можете смотреть вегетацию вплоть с 2016 года. Следующее, то, что я хотел бы вам показать, это о том, как работает модуль погоды. Для этого надо перейти во вкладку «Погода», и вы сможете увидеть погоду по выбранному полю. Также интересно, как я уже говорил в ходе своей теоретической части вебинара, вы можете смотреть графики накопленных эффективных температур и графики накопленных осадков. Также мы для вас строим график развития вегетационного индекса на поле. На этом графике сейчас вы можете добавлять заметки, либо фазы роста, либо саму заметку с датой и типом заметки. Это может быть обработка почвы, посев, внесение удобрений, опрыскивание, уборка или укос. Следующее, что хотел бы вам показать, это о том, как работает инструмент визуализации данных с полей. Для этого мне также потребуется загрузить файл работы с техники. Я его загрузил. Сейчас файл отправляется на сервер, он обрабатывается. Должно пройти несколько секунд для этого. Супер. Файл загрузился. Я нажимаю кнопку «Сохранить», и мы рассчитываем небольшую аналитику по этому файлу. Внизу вы сразу можете увидеть перекрытие, либо недокрытие. На основании этих цифр вы можете судить о том, насколько качественно была выполнена техоперация на ваших полях. А также вы можете визуализировать атрибуты этого файла, вы можете посмотреть, как меняется высота на этом поле, либо вы можете посмотреть, как менялась скорость на этом поле. Также вы можете смотреть о том, с какой нормой работал механизатор, либо вы на этом поле. И заключительный инструмент, который я хотел вам сегодня представить, это инструмент для дифференцированного внесения фосфорных, калийных и азотных удобрений. Я начну с азотных удобрений, и первое, что я сделаю, это я выберу поле. После того, как вы выбрали поле, мы ищем наиболее подходящий спутниковый снимок, мы его зонируем, выделяем зону высокой, средней и низкой вегетации. После того, как зоны появились, вам необходимо ввести процент действующего вещества в удобрениях и распределить норму по зонам. К примеру, на этом поле в зону с высокой вегетацией я хочу внести 70 кг удобрений, в зону со средней вегетацией 120 кг удобрений, 20 кг удобрений, и в зону с низкой вегетацией 80 кг удобрений.
После чего я выбираю тип бортового компьютера, который у меня установлен, и скачиваю файл. Файл сохранен на компьютер. Осталось дело за малым разархивировать его, загрузить на флеш-карту и после чего загрузить в бортовой компьютер. И следующий инструмент – это инструмент для расчета фосфорных и калийных удобрений. Он работает несколько дольше. Мы выбираем наиболее оптимальные спутниковые снимки за несколько лет. Мы оцениваем урожай в относительных единицах на основании этих снимков, а потом строим интегральную карту. Сейчас зоны должны загрузиться. Иногда это занимает несколько больше времени. Отлично. Зоны загрузились. А здесь нужно ввести немного другие параметры. В первую очередь вам надо выбрать ту культуру, которую вы планируете возделывать в следующем году. На основании этой культуры мы будем считать вынос. Следующий параметр, обязательный для ввода, это планируемая урожайность. Ту урожайность, которую вы планируете получить. Под планируемой урожайностью мы также понимаем ту среднюю многолетнюю урожайность, которую вы получаете на этом поле. После чего вам надо ввести культуры севооборота. И, как и в инструменте для дифференцированного внесения азота, выбрать тип бортового компьютера. Внизу представлен вынос питательных элементов по зонам продуктивности, и мы считаем, что такую норму удобрения вы должны вносить на этом поле. После чего я опять же скачиваю файл. Его также можно использовать, его также нужно разархивировать, загрузить на флеш-карту, после чего загрузить его в бортовой компьютер, и вы можете использовать его для дифференцированного внесения фосфорных и калийных удобрений. На этом практическая часть нашего вебинара тоже подошла к концу, и сейчас мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Пока вы пишете вопросы в комментариях, я отвечаю на те вопросы, которые поступили в ходе регистрации на вебинар. Первый вопрос: когда будут готовы к отправке метеостанции? Сейчас метеостанции проходят последнее тестирование в полях. Мы калибруемся и думаю, к концу сезона у нас будет итоговый вариант метеосенсоров. Второй вопрос: как редактировать шейп-файл? Сейчас у нас нет инструмента, у нас сейчас нет полноценного инструмента для редактирования границ. Вы можете перетаскивать вершины полигонов. Расскажите о результатах использования карт внесения удобрений на реальных кейсах. Мы с удовольствием поделимся с вами этой информацией в ходе следующего вебинара. Мы проводили эксперименты по дифференцированному внесению азотных удобрений на площади более 5000 гектар, фосфорных калийных удобрений на площади более 7000 гектар. Все наши опытные данные мы их готовы представить, и думаю, с удовольствием сделаем это в ходе следующего вебинара. Почему так мало культур? Если каких-то культур не достает, вы напишите нам на почту, она есть на сайте Hello One Soil. Мы добавим те культуры, которые вам не достают. Насколько спутник определяет состояние растений достаточно точно, мы всегда советуем убедиться в этом на практике.
скачать наше приложение, найти участок, который вас интересует, и посмотреть, как вегетация со спутника сопоставляется с фактическим состоянием растений на ваших полях. Формат шаг для AgileLeader. AgileLeader, этот вопрос мы уточним. Я надеюсь, я думаю, что AgileLeader должен поддерживать шейп-файлы в качестве карт зданий. Почему нет хексагона? Я думаю, добавим, это не проблема, мы пометим себе. А как быть с органическим земледелием? Ну, я думаю, органическое земледелие не предусматривает внесение химических удобрений. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Давайте вместе с вами подумаем, как платформа OneSoil может быть полезна для органического земледелия. Да, правильно ответить на этот вопрос. Да, такой элемент есть. Поэтому мы для расчета фосфорных и калийных удобрений используем данные не только за 1 год, а данные за ряд лет. Это позволяет минимизировать те факторы, которые вы назвали, а именно ущерб от болезней и в ходе неблагоприятных метеорологических явлений. Сейчас лесами мы не занимаемся, но я думаю, есть множество исследований, которые оценивали состояние леса на основании вегетационных индексов и других спутниковых данных. Сезон – это период занятости поля одной культурой. Здесь каждый решает для себя. Например, если вы культуру одну уже убрали, точнее, одна культура находится в процессе уборки, и вы уже приступили к посеву, мы считаем, что сезон – это начало первого сева на ваших полях, а конец сезона – это уборка последнего поля. Сезоны могут перекрываться друг с другом, это не является проблемой. Если вы только что добавили поле, вы видите вегетационный индекс, начиная с 2016 года. Дальнейшее спасибо большое за добрые слова в адрес нашей компании. Дальше мы планируем развиваться в этом направлении. В этом году мы поставили эксперименты по дифференцированному высеву на больших площадях и хотим создавать надежные инструменты для точного земледелия для наших пользователей. Сейчас такого функционала нету, но я думаю, мы подумаем о том, как реализовать эту функцию в нашей системе, потому что многие фермеры в Украине, в России и в Европе пользуются дронами. Пока больше вопросов нету, я поотвечаю на вопросы, которые были заданы нами в ходе регистрации. Хорошо бы видеть на полях рельеф, это возможно.
Сейчас нет, но мы также работаем над этим инструментом, чтобы помимо рельефа вы, как фермер или агроном, могли видеть на своих полях производные от этого рельефа. В частности, это уклон поверхности, кривизна поверхности и другие морфометрические его характеристики. Чем лучше оцифровывать контура полей? Ну, здесь каждый решает для себя сам, но я думаю, в нашей платформе достаточно удобный инструмент для оцифровки границ полей. Каким образом правильно применяет программу Vansol для внесения гуминовых удобрений? Хороший вопрос. Я думаю, если вы нас сейчас слушаете, напишите нам на почту, мы вместе подумаем, как можно добавить гуминовые удобрения для дифференцированного внесения. Опять же, Сергей, спасибо за теплые слова. Если у вас будут вопросы, вы можете всегда обращаться к нам, мы постараемся на них ответить. Нет, у нас все открыто, у нас есть блог. Если мои коллеги сейчас успеют, они вам отправят ссылку на статью, как работает инструмент для дифференцированного внесения фосфорных и калийных удобрений. Я надеюсь, что в этой статье мы подробно рассказали о том, как это работает. Опять же, если у вас останутся вопросы, пишите нам, мы без проблем вам объясним, как они работают и на чем они основаны. Достаточно много. Я не могу называть точных цифр, но у нас несколько десятков тысяч регистраций. Сейчас мы такой функционала не предоставляем, но мы идем к тому, чтобы вы могли загружать данные для химического анализа в нашу систему и, по крайней мере, ее визуализировать. Вопрос с регистрацией. Возможно ли добавить инструмент для измерения расстояния на карте? Да, думаю, скоро эта возможность появится. Это важно, и нас часто просят о том, чтобы мы добавили это. Спасибо, Олег. Опять же, если у вас будут вопросы, мы всегда готовы помочь и прийти к вам на помощь. Когда запустится автоматическое определение границ полей на территорию Российской Федерации? Точных дат я назвать, опять же, не могу, но к концу 2019 года мы хотим распознать сельскохозяйственные земли, выделить границы полей во всем мире. Следующий семинар, я думаю, мы проведем на следующей неделе. Подробности придут в письме. Я думаю, в середине следующей недели мы проведем вебинар по дифференцированному внесению фосфорных, калийных и азотных удобрений. Ждем еще вопросов от слушателей. У меня еще осталось пару вопросов в моем листе. На одном поле в течение одного
года выращивается несколько культур. Можно либо их добавить. Да, вы можете добавлять несколько культур, которые выращиваются на одном поле. Есть ли смысл использовать вансой на частных полях 0,1 гектара? А, Если честно, мне кажется, на небольших полях использовать продукт OneSoil достаточно сложно, но вы всегда можете попробовать, если вы будете видеть какую-то практическую ценность, мы будем рады, что вы будете нами пользоваться. Как монетизируется проект? Я об этом говорил в начале нашего семинара. Мы поставляем аналитику большому бизнесу, то есть большим корпорациям. Здесь также важно отметить то, что мы не продаем данные фермеров и данные хозяйств. Мы их используем для обучения наших моделей, для того, чтобы предсказывать границы полей, культуры во всем мире. Эта информация имеет коммерческую ценность для больших компаний. Пока нет, но мы опять же подумаем, хорошая идея сделать смс-рассылку. Конечно, если вы на нее согласны, получать смс об изменении вегетации, тогда да. Я думаю, это была бы хорошая идея. Я думаю, если вопросов больше нету... нет, есть вопросы? Да, это может быть платно, но, насколько я знаю, разблокировка покупается один раз и на всю жизнь. Это вам лучше уточнить эту информацию непосредственно у дилеров той техники, которую вы используете. Но это как бы звучит, то, что это может быть, но мне кажется, это дороговато за год использования. Напишите нам на почту, и мы поговорим с вами о деталях, о том, как можно получить данные сейчас по границам полей и по культурам. Думаю, урожайность мы научимся прогнозировать, может быть, в следующем году или в этом. Да, я отвечал на этот вопрос. Мы работаем над инструментом, чтобы вы могли видеть рельеф, производный от этого рельефа, и сравнивать его с вегетационными индексами и данными работы с техники. Этот вопрос находится в работе. Напишите нам на почту, и с вами свяжутся представители нашей компании, кто отвечает за это. Спасибо большое за добрые слова о нашей компании. Мы рады, что мы вам помогаем. Если честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Здесь важно, чтобы опрыскиватель выливал именно ту норму, которую вы назначили в бортовом компьютере. Для этого проводится его калибровка.
Если вопросов больше нету, тогда, я думаю, мы можем заканчивать наш вебинар. Спасибо большое за участие. Мы рады, что вы пользуетесь нашей системой. А если не пользуетесь, тогда мы будем рады, если вы начнете это делать.